Это расклад для знака зодиака Скорпион. Если у вас Солнце в Скорпионе, Луна, а также стелиум планет в этом знаке, то этот расклад на Таро на октябрь месяц 2022 года для вас. Итак, я беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и затрагивает все сферы жизни человека. Итак, что ждет скорпионов в октябре? Первая карта. Я вижу, что в ваших отношениях может наступить некоторая пауза, вызванная какими-то обстоятельствами жизненными. Это может быть как буквально, если мы эту карту прочитаем, болезнь, так может быть просто у вас наступит пауза в отношениях, не будет настроения продолжать дальше отношения с вашим партнером по личной жизни, вы не захотите разговаривать, не захотите много общаться, но не будет как бы такое полудепрессивное, болезненное состояние. Либо ваш партнер будет так себя вести. Но здесь лучше дать время, оставить человека в покое, либо вам самим нужно взять время, чтобы, может быть, помолиться, может быть, как-то уйти в себя, немножко взять паузу, потому что вы, возможно, вели себя очень ярко, активно в какой-то период ваших отношений, и сейчас вы немножко устали. У нас же всегда энергия идет на спад, когда-то на подъем, и вот, возможно, как раз в октябре вы почувствуете небольшой спад энергии, которая будет выражаться у вас в отношениях с вашим партнером по браку, любовным партнером, либо если у вас есть какие-то деловые отношения с партнерами. А также, возможно, если у вас вообще нет партнера и вы были в поиске, то именно в октябре вы можете почувствовать, что вот не встречается вам человек, которого вы давно хотели, и у вас будет какое-то такое плохое настроение, что вам захочется остаться наедине с собой, не продолжать поиски, например, удалиться с какого-то сайта знакомств или перестать искать, как бы уйти в себя, такое немного депрессивное настроение. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, может быть, здесь будет что-то еще. Относительно финансов я могу сказать, что здесь у вас все хорошо, потому что это благоприятная карта урожая. И возможно, что вы получите даже какую-то прибыль, будете пожинать плоды того, вашей прошлой работы, как вы уже работали. Здесь относительно всего может быть благоприятно. Может быть, наконец-то вы приобретете что-то, что давно хотели. Кто-то выплатит вам долг, или вы получите какие-то субсидии, одобрят вам кредит. Вообще благоприятная карта для того, чтобы любые финансовые махинации либо проворачивать, либо заканчивать. Может быть, у вас будет достаточно денег для того, чтобы погасить наконец-то свои кредиты. Также не исключено, что вы будете много денег тратить на еду, на какие-то запасы перед зимой, может быть, или какие-то другие запасы захотите сделать. И у вас будут средства на то, что вам нужно, по крайней мере, вот на первые какие-то необходимые нужды, на здоровье, на правильное питание, диета какая-то новая. Вы, может быть, даже повысите уровень своего питания, лучше начнете питаться, потому что у вас будут для этого деньги, вы можете посещать какие-то более дорогие заведения общепита. И вообще финансовое положение здесь очень хорошее. Вы будете и считать деньги как бы правильно их расходовать и тратить, и получать как-то все благоприятно. Поэтому если вы задумывались что-то такое, то здесь карта говорит вам «да» насчет финансовых каких-то дел. Относительно общения, потому что это у нас 3-9 сектор, он говорит об общении с другими людьми. И вот здесь у вас может наступить какой-то такой период, когда вы осознаете, что вы неправильно общались с другими людьми. Не то чтобы даже неправильно, но недостаточно мудро. Это могло выражаться в том, что вы были очень застенчивы, слишком близко принимали к сердцу какие-то критику какую-то или слова других людей. А вот сейчас у вас наступит новый период, вы начнете себя позиционировать, как бы более уверенно стоять на ногах, больше общаться в обществе, в коллективе. Вы поймете, что вы наравне с какими-то людьми, ваши знания наравне с другими людьми, ваша учеба пойдет лучше. Может быть, это какие-то документальные вопросы продвинутся вперед.
Может быть, какая-то поездка, которая давно откладывалась, или вы просто не решались, например, ехать за границу, никогда там не были, или куда-то там ехать. А здесь вы наконец-то ощутите эти силы, страх, вот этот общение, коммуникаций. Может быть, у вас был страх вождения автомобиля, да, все, что связано со связью, этот страх уйдет, и вы выйдете на новый уровень, это благоприятная здесь карта в данном случае. Все что угодно, может быть, например, вы снова возобновите обучение, вы больше не будете бояться этого преподавателя, снова дадите экзамен. Ну и вот, может быть, просто даже начнете с кем-то общение, с человеком, с которым давно хотели, да, сделайте вот эти первые шаги, вступите в какую-то группу, выскажите свое мнение, станете лидером какого-то коллектива даже. Прекрасная карта в секторе, да, самом высоком, 10-4 ось, 10-4 дом. И как бы здесь опять можно сказать, что, возможно, вы захотите взять какую-то паузу, которая будет вызвана тем, что вы начинаете осознавать, что вы делали неправильно, как в работе, так и в партнерских отношениях. Вы, может быть, захотите побыть один или одна, и вот эта пауза, она принесет вам очень большую пользу, потому что таким образом вы как бы осознаете свой дальнейший путь. Чтобы увидеть свою жизнь со стороны, нужно остановиться, подумать, помедитировать. И к вам придет ответ, как бы даже вообще, куда вы, например, работаете. Кстати, вот эти карты две, они очень благоприятны относительно работы, новых заработках, новых карьерных достижений. Поэтому если вы хотели, решались на что-то, то, наверное, будет у вас какой-то успех, по крайней мере, будут появляться новые возможности для того, чтобы как-то продвинуться в своей деятельности. У вас будут и средства для этого, и даже, возможно, силы, какие-то высшие силы могут вам помогать. Особенно если вы найдете внутри себя какой-то покой, гармонию. Это и начальство будет приветствовать на работе, если вы будете себя вот так мудро, очень спокойно вести. А вот относительно ваших каких-то любовных приключений, здесь ваша активность может вам навредить, особенно если у вас есть какой-то любовный романтический партнер, у вас, возможно, ссоры, ревность, чрезмерные какие-то выяснения отношений. И не исключено, что ваши слова, ваши поступки, действия могут ранить вашего партнера, а может быть и это ваш партнер, какой-то романтический человек, друг, будет действовать как-то, что вам не понравится. Чрезмерная какая-то агрессивность, может быть, с его стороны. Либо вы слишком активно, опять же, будете проявлять себя. Но здесь мы уже видим, что у нас в отношениях какая-то здесь пауза, здесь чрезмерная активность. Но активность тогда это агрессивность, может быть, внутренняя, скрытая какая-то вражда, выяснение отношений. И вы сами себе навредите чрезмерной вот этой вот, да. Так что здесь вам, наверное, стоит действительно взять паузу, особенно если это связано с партнерством. И вот как раз в работу углубиться, потому что эта карта говорит о нашем творчестве, делах. Вот здесь ваше творчество, может быть, конечно, пойдет на пользу, но опять же с агрессией никакие дела не будут хороши, да. Здесь у вас могут быть и ссоры с детьми вот по этой карте, и с друзьями. Из-за вашего вот такого характера, когда вы будете готовы горы свернуть, а потом и пожалеете сами об этом. В то же время не стоит, наверное, впускать в свою жизнь таких чрезмерно воинственных людей, не стоит вступать в какую-либо перепалку, потому что вы можете вот здесь лежать на поле боя, и что-то может ранить вас. Если вы участвуете, может быть, в каких-то конкурсах, таких творческих мероприятиях или выставляете свои работы, какой-то, да, такой деятельность свою выставляете на показ, то вы можете быть недовольны тем, как публика оценила ваши труды, и это может вызвать у вас агрессию какую-то, да, критика. Вы сочтете, что эта критика неправдоподобна, неправильно, что какая-то выскочка там лучше оказалась, хотя на самом деле это не так. В общем, слишком агрессивные творческие какие-то порывы, которые, могут даже вам, сначала может вам и не показаться, что вы такой, вы потом можете уже это со временем осознать, а сначала вы будете думать, что вы действуете правильно, потому что как действует Овен, он всегда делает, а потом всегда жалеет, и очень часто именно у Овнов отношения с партнером прекращаются по вот такой вот резко необдуманной глупости, так что
В чем же причина, да, вот можно здесь задать такой вопрос, и мы видим здесь вот эту карту, которая у нас вышла в тайном секторе, подсознательном секторе. И мы видим здесь человек, который уходит, покидает родные края. Скорее всего, у вас есть какая-то внутренняя неудовлетворенность, тяга к чему-то новому, которую, ну, и вы вот решаетесь даже на такой поступок, что несмотря на то, что у вас все было, но вы вот как-то решите, уходите, несмотря на то, что даже готовы отказаться от какого-то имущества, от каких-то комфорта жизненного, да, выйти из зоны своего комфорта, потому что вас зовет дорога, вас зовет какие-то новые предприятия, и в душе у вас неспокойно, вам вот это нужно совершить какие-то новые начинания. Есть хорошие предпосылки того, что вы сможете как-то продвинуться на тот уровень, на который вы хотите, как я уже трактовала здесь другие карты. Особенно это может быть и в работе, и вообще ваши цели, которые вы хотели осуществить, пусть вы как-то и агрессивно двинетесь очень резко вперед, но вы все равно в итоге-то получается, что вы в хорошем положении. Давайте еще возьмем карты, спросим совет у карт из колоды Ленорман «Золотые мечты». Возьмем только 3 карты, что они нам еще могут посоветовать для скорпионов на октябрь. Ну и здесь у нас выходит казенный дом. И я думаю, что будет для вас важна какие-то вопросы, связанные с какими-то официальными делами, инстанциями, возможно, вопросы, связанные с вашей работой. Но это хорошая карта, замок. Она говорит, что если вы решитесь, там, допустим, сменить работу или какую-то новую работу на какую-то решитесь, это хороший выбор. И стоит выбирать здесь работы в таких государственных предприятиях, которые уже давно созданы, не легкий заработок, да, а поступать действительно на полную ставку, на официальную работу. Здесь вам может помогать какой-то мужчина, да, здесь у нас вышел мужчина одетый. А также не исключено, что этот мужчина, да, может быть ваш коллега по работе, либо ваш партнер, который тоже будет как-то оказывать на вас влияние относительно ваших трудовых достижений. И не исключено, что вы начнете работать по ночному какому-то графику или сменному графику, либо это будет какая-то работа такая несколько тайная. Может быть, вы тайно на работе, вас устроят как-то тайно по связям через своих людей. А также возможно, что и на работе у вас есть какие-то тайные отношения, кто-то вам нравится или кто-то проявляет к вам знаки внимания. Особенно если здесь, да, если вас интересует какой-то мужчина, да, то есть вот это может быть. А для мужчин это, конечно, наверное, отношения с коллегами, с которыми какие-то тайные дела на работе с кем-то из мужчин, вот так это даже может быть. Но это все благоприятно, поэтому давайте еще достанем карту из колоды Moonology. И это южный узел. Но южный узел – это, конечно, сложная карта кармического такого состояния. И она говорит, что все-таки, несмотря на то, что вы пытаетесь в своей жизни сейчас какие-то начинания делать, и вас все равно держит ваше прошлое. Это может быть и с работой связано, и с партнерскими отношениями. Есть какой-то определенный у вас в жизни такой большой пласт, которого вы не можете отпустить, и вы все время либо по какому-то циклу жизни идете, либо на месте это общите, да, несмотря на то, что вам открываются какие-то новые возможности, все равно еще есть что-то, к чему вы часто возвращаетесь в отношениях и вообще в самосовершенствовании себя. Поэтому, возможно, да, здесь и выходит у нас карта вот этой медитации, она говорит о том, что нужно смотреть на себя со стороны, медитировать вглубь себя. Но также еще октябрь не месяц для тотально новых начинаний. Конечно, я не знаю, какой у вас гороскоп. Там, если, например, может быть ретро-планеты, если у вас, допустим, ретро-Марс в гороскопе рождения уже был, то, может быть, для вас это и неплохо что-то начинать. А если нет, то, наверное, стоит взять какую-то паузу.
И здесь и карты об этом, в общем-то, вам говорят, что вы активный человек и хотите проявлять какую-то активность, а дела, возможно, у вас не продвигаются так, как вам бы этого хотелось. И партнер там как-то подкачал, и на работе что-то это, хоть с финансами у вас здесь и неплохо. Но, может быть, вам хотелось бы больше чего-то, да. И вот постепенно, не стоит вам торопиться, да, но карты говорят об этом, что вас еще что-то в прошлом держит, поэтому вы здесь, наверное, будете какие-то еще моменты прорабатывать в октябре. Не исключено, что кому-то кто-то будет общаться с прошлыми партнерами, да, вот эти карты нам могут об этом говорить, что как-то в вашу жизнь опять вернутся ваши люди из прошлого, либо вы даже возобновите отношения с кем-то тайно, либо вы будете следить за кем-то тайно, смотреть, потому что, да, сова – это все-таки ночная карта, здесь мужчина. Будет вам интересна жизнь, но вам надо двигаться все равно дальше, хоть и будет казаться, что в октябре вас еще что-то держит, что вы еще как бы не продвигаетесь, но на самом деле это, наверное, только видимость, вы будете продвигаться, потому что здесь вы превращаетесь как бы из ребенка в подростка, то есть это переход на новый уровень жизни относительно всех сфер общения. Может быть, кстати, вы уберете из своего окружения каких-то людей, друзей даже, да, а может быть, вам и придется это сделать, да, вот по этой карте. Ссора какая-то произойдет, кто-то покажет себя слишком агрессивным, либо вы, ну и вы не будете общаться с какими-то людьми, но в то же время это будет плюсом для вас, потому что вы наконец-то выйдете на новый уровень, либо вы просто сами поймете, что вам эти люди уже не интересны, что они либо слишком агрессивны, либо вас они делают каким-то агрессивным, и вы сами себе не нравитесь, когда вы с ними общаетесь. Здесь, конечно, по этим вот всем течениям вы, может быть, и начнете думать о том, что как было хорошо в моих прошлых отношениях. Снова возобновлять отношения. Вот здесь вопрос. Потому что я не могу сказать, что вы не должны возобновлять свои отношения, наверное. Давайте-ка еще одну карту возьмем, потому что вдруг почему-то я подумала, что у некоторых скорпионов может быть такое, что они захотят возобновить отношения с кем-то из своих бывших партнеров, потому что они реально как бы осознают свои ошибки, да, так как на новый уровень вы вышли, и, может быть, вы действительно для кого-то это шанс, но не для всех. Новая луна, знаки Девы. Ну, здесь можно так сказать, что если вы все-таки и решитесь на возобновление отношений с вашим партнером, то вы должны будете много работать, потому что Дева – это знак труда, заботы, внимания к деталям. Когда мы разговариваем с человеком, мы обсуждаем все буквально до деталей, до мелочей. Когда мы не просто любовь и страсть, а Дева – это уже отношения на уровне заботы, подмечания каких-то черт друг друга и в то же время не замечания каких-то отрицательных моментов, да, когда мы уже притираемся, когда у нас уже такой момент протирки уже даже прошел практически. Дева – это уже более мудрость, да. Так что вот если вы соблюдете вот эти правила, наверное, да, и вы сможете на своего партнера посмотреть не только как на сексуальный объект романтический, но и человек, с которым вы будете бок о бок жить каждый день, вот в этой ежедневной рутине, за которую Дева отвечает, да, и не захочется вам по этой карте его покидать эту зону комфорта именно с вашим человеком, да, который у вас был, то тогда, да, у вас возможно возобновление отношений снова с бывшим партнером. Но опять же, повторюсь, это не для всех скорпионов, а только для тех, кто по какой-то такой нелепой причине, может быть, расстался, сделал глупость и теперь жалеет об этом. Но если партнер был очень токсичный, то, конечно, не только ваша, наверное, вина здесь была, и, может быть, вам стоит с ним и пообщаться, обсудить какие-то ваши проблемы в отношениях, да, для того, чтобы вам понять и свои ошибки, но не для того, чтобы возвращаться снова в отношения с ним. Вот такой расклад, скорпионы, на октябрь 2022 года. До новых встреч на моем канале. Всем пока!